Меня волнует судьба одного человека. Мгм. Очень прекрасный человек, мы с ней давно дружим, и я просто наблюдала, каким долгим, тяжелым путем она шла к тому успеху, который у нее есть сейчас. И я ее ужасно за это люблю, обожаю, уважаю. Она всего сама добилась. Сейчас у нее прекрасная жизнь. Если я на нее смотрю со стороны, мне кажется, что она должна бы быть, ну вот прям счастлива. Муж прекрасный, дом дорогой, машина последней марки, работа престижная, родители рядом, семья, все хорошо, Сама все выглядит живы. шикарно, да? Выглядит шикарно, любимое хобби, есть деньги на все, поездки, Мгм. путешествия. Ну вот все. И как бы, но человек несчастен, человек на антидепрессантах и постоянно повышает дозу и прочее, прочее, прочее. Как с этим быть и что ей делать? Что делать? Очень за нее переживаю и хочу, чтобы у нее всегда все было хорошо. И Ой, ну человек действительно восхитительный, если я правильно поняла, наверное, о ком мы говорим. Смысл в том, что это часто происходит в жизни. Она не одна такая. Таких людей среди успешных людей, наверное, процентов, я не знаю, 90. Ну, не 90, чуть поменьше, вот мне свыше говорят. Но смысл в том, что много. Ам, Что посеешь, что и пожнешь. Вот есть такая прекрасная поговорка, да. Когда человек в жизни хапнул очень много трудностей, понимаете, пожил, например, в нищете или родился в какой-то там семье, я не говорю сейчас конкретно о ней, да, хотя там тоже свои заморочки из бочки. Смысл в том, что, казалось бы, все хорошо, все прекрасно, человек добился успеха, а человек несчастен. Почему? Потому что где-то в начале этого пути к успеху человек сделал неправильную мотивацию. Смотрите, одно дело, я хочу добиться успеха, потому что я хочу быть успешным, богатым, я хочу быть путешествующим по всему миру, я хочу создать прекрасные условия для своих родителей. Опустим вопрос, заслуживают того родители, нет, потому что человек изначально начал свою жизнь под патронажем этих родителей и, возможно, прошел многие трудности благодаря таким вот, извините, родителям, да, суть не в этом. Суть в том, что как себя человек мотивирует. Он идет к успеху или бежит от нищеты и проблем. Ну так вот, когда мы бежим к успеху от нищеты и проблем, что происходит? Мы негативную мотивацию используем для достижения успеха. Что посеешь с негатива, то и пожнешь. В конечном пути, в конечной точке пути получается, что да, поняла. Короче, получается, что выходя на негативе к какому-то успеху, придя в этот успех, вы потеряли самое главное по этому пути, идя. Вы потеряли себя. Вы потеряли себя. Прежде чем выйти куда-то, нужно все-таки нарисовать образ. Помните, мы с вами делали высшее я, да, упражнение такое. Кто не помните, идем, смотрим и помним, да. Смотрите, высшее я, что это такое? Вы рисуете себе свой образ того человека, которым вы хотите быть. Помним, да, что мы запрограммированы. Мы ничего не можем придумать того, чего в нас нет. Понимаете? Но не работает оно так. Наше воображение – это всего лишь отголоски той программы, которую мы сами себе запрограммировали в вечности, причем до рождения здесь. Что происходит? Вы нарисовали лучшего себя, и вы идете к этому пути. Да, по этому пути вы идете к этой точке. А блоки надо вычистить. Вот большого смысла нет куда-либо идти, если у вас, грубо говоря, там якоря на ногах привязаны. Да? Куда вы уйдете? Ну, может, дойдете даже до чего-то, но вы так устанете, что смысл был вообще туда идти. Вот это вот и происходит с людьми. Они так боятся той жизни, в которой они оказались, что они бегут, как бы им казалось, в хорошую жизнь, но над собой не работают. Они бегут с якорями на ногах. Соответственно, этой нашей распрекрасной девушке совет один единственный. Срочнейшим образом составить список того, что ее толкнуло к успеху. Выписать, грубо говоря, все минусы, все негативные события, все, что ее волнует. Поставить стрелочку и написать,
во что это надо перевести. Я не буду сейчас озвучивать конкретных моментов, потому что сдам человека с потрохами. Но смысл в том, что если у нее будет такое желание, придет, поработаем. Не будет, окей, разберется, может быть, когда-нибудь сама. Трудно, но на это уходит иногда вся жизнь у людей. Не надо так делать. Смысл в чем? Смысл в том, что проработаясь в блоке, избавишься от негатива и станешь той, кто ты есть. Блоки – это страхи подсознательные очень часто, потому что блоки могут настолько далеко уйти вглубь, что даже смысла нету какого-то огромного идти вперед, потому что на каком-то этапе вашего развития, вашего бизнеса или там вашей жизни, или вашей семейной жизни, там, или какой-то еще жизни, да, у вас все равно это бабахнет. Оно все равно где-то себя проявит. В данном случае проявилось то, что у человека хроническая усталость, хроническое какое-то беспокойство проявилось тем, что человек без антидепрессантов dysfunctional. Вот я не знаю конкретно, в чем там дело, я сейчас смотрю, и мне немножко грустно, потому что я вижу, что у человека не хватает энергии даже на элементарные вещи. Казалось бы, такие смешные, как, например, выбраться из постели. Смысл в чем? Почему это происходит? Мы добились успеха, но мы несчастливы, потому что на обслуживание вот этих блоков уходит огромное количество энергии. И энергии в человеке не хватает уже даже просто порадоваться своему успеху. Казалось бы, у тебя все прекрасно, все хорошо. Про некоторые еще самые умные говорят: ой, да они с жиру бесятся. Они не бесятся с жиру, они сожгли себя. Это бедные несчастные люди, несмотря на то, что они совсем не бедные и, по идее, должны быть самыми счастливыми. Понимаете, они сожгли себя. Они со страху, с перепугу побежали куда-то, прибежали в это тихое, спокойное, хорошее, прекрасное место, но по пути так устали, что физически у них нет сил шевелиться, да, морально у них нет сил радоваться. Поэтому такие люди должны помочь себе сами. В первую очередь признать эту проблему. Во вторую очередь такие люди должны выполнить работу над ошибками. Я это называю так. И главная ошибка – это то, что они пустились в погоню за успехом с негативными мотивациями. Они очень быстро убираются. Ко мне обращались люди с огромными вообще возможностями, которые добились огромных успехов, которые прошли такие огромные трудности в жизни, что я не знаю, армия солдат бы умерла. Но смысл в том, что они чувствуют, что вот я здесь, я пришел, и чё? И ничего. Я говорю: нет, ты пришел сюда, ты здесь, давай работать, давай смотри, давай вот это разберем, вот это. И, как правило, это просто выглядит как будто как разговор. И где-то там я себе быстренько просматриваю картинки, общаясь с этим человеком, и я вижу, как в течение часа, 2-3 картинки меняются. Картинки я имею в виду просматривание человека, его энергетических путей, возможностей и событий его жизни, да. И вот когда смотришь эти картинки, смотришь, вот это была картинка, потом поговоришь с человеком, человек принимает решение, пока разговаривает, рассказывая свои, как казалось бы, беды. И мы все это переводим в позитив. Человек говорит: да блин, я тогда чуть не умер. Я говорю: да блин, ты тогда спасся. Да блин, это было так сложно. Да блин, ты настолько сильный, что ты это прошел. Да блин, у меня до сих пор в этой жизни остаток. Да давай отпустим. Давай, а как? А вот так, давай радоваться. Блин, на тебе чашку чая или там на тебе 100 грамм. Давай выпьем за то, что ты живой, за то, что ты прошел, за то, что у тебя теперь огромная организация, у тебя фирма, ты военный человек. Посмотри, сколько твоих однополчан спились, застрелились и вообще пропали по жизни, а ты, у тебя такое потрясающее охранное там предприятие, ты молодец. Ты несчастлив, да сейчас исправим. Смотри, сколько поводов радоваться. Ты жив, ты прошел, значит, ты сильный, ты организовал. Посмотри, скольким людям ты дал работу. Посмотри вот это, посмотри вот это. И выясняется, что все эти умные люди, которые добились успеха,
почему-то настолько тупые, что элементарным вещам не могут порадоваться. Им кажется, что радоваться надо чему-то только глобальному. Я говорю, блин. А человек мне говорит, да если я вот это все сейчас за все эти мелочи выпью, мы с тобой сопьемся. Я говорю, ну спицы не сопьемся, ну ничего, отметим хорошо. Посмеялись, посидели, поговорили с человеком. Пить, понятное дело, мы не стали, потому что там такая работа над ошибками была. Человек воевал практически во всех горячих точках мира, да. Но, вы понимаете, надо уметь радоваться. Надо в негативе найти позитив. И вот это и есть работка такая небольшая над собой, да. И это надо делать каждый день. И радоваться надо каждый день. Вот запоминайте навсегда самую простую аффирмацию. Каждый день моя жизнь становится лучше и лучше, потому что я молодец. А почему я молодец? Вот, голову вымыла, сижу, пишу видео, хотя не люблю быть на паблик, да. Моя замечательная Джулия со мной. Каждый день становится жизнь лучше и лучше, потому что, ну, в конце концов, очень много сейчас происходит плохого на земле, а я сижу в тихом мирном месте и вот тапочком блестящим на ноге мотаю туда-сюда и помогаю людям выйти из критических ситуаций. Понимаете, я молодец, и каждый день моя жизнь становится лучше и лучше, потому что я не люблю быть публичным человеком, но сижу и пишу эти видео для вас. И, пожалуйста, кстати, помогайте другим людям. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас есть работа какая-то, и вам надо ее проделать, так и вы какого-то успеха в этом добились, тоже пишите. Вы ж не один, вы ж не одна. Будьте добры, помогите друг другу. Ой, ну что ж, все наши успешные и несчастные, работайте над собой, живите счастливо. Почему? Потому что вы этого достойны. Вы так хорошо потрудились, вы спаслись, вы вышли через тернии к звездам. Все, что нужно, это поработать над терниями. Люблю, целую. Пока-пока.